Я позавидую тем, кто не пробовал приготовить это простое, очень вкусное и творческое блюдо. Почему творческое, вы узнаете чуть-чуть позже. Но я, когда готовил этот рецепт, я по-настоящему получил массу удовольствия не только от приготовления, но и проявления своих творческих способностей. Я замочил гречку. В ход идет стакан овсяных хлопьев. Хлопья блендером перебиваются в более мелкую консистенцию. Все зависит от вашего блендера. У меня получается достаточно крупный помол в моем блендере, что тоже очень даже хорошо. Вот такая консистенция получается. И теперь берется емкость, и мой любимый котик Рыжик наблюдает за всем процессом и передает вам большой привет, а также ставит лайк. Пока Рыжик наблюдает, мы насыпаем немножко сольки в овсянку, немножко прованских трав, это не обязательно, это просто я люблю так, немножко паприки копченой, то есть все по вашему желанию, и заливается примерно 100-150 мл воды. Почему я сказал примерно? Потому что у нас должна быть не густая и не жидкая консистенция, примерно по консистенции сметаны. Убираем овсяночку, пусть набухает. За это время готова у нас уже гречка, она набухла. Вот такая красавица. Причем воду с гречки я не убираю. Воду я также использую в нашем рецепте. Отправляю ее вместе с гречкой в емкость. И по сути дела у нас до творческой составляющей этого рецепта остается буквально считанные мгновения. Чуть-чуть сольки добавляется. Рецепт замечательный, прекрасный. Кунжут шикарный, добавляю свой любимый. А также, друзья, я рекомендую вам вот эти два вкуснейших рецепта из тыквы, полезнейших. Ссылки на них я оставлю в описании. И добавляю немножко масла. В моем случае это рыжиковое масло. 3 ложечки. Но можно взять любое другое, которое вы любите. Все перемешивается. И гречка приобретает приятный оттенок. Кроме того, в гречку я добавляю 30 грамм какао и 10 грамм соды. Вот такая красота получилась. Ложкой можно особо долго не замешивать. Примерно по-грубому перемешать. Потому что сейчас нам надо все это будет перебить блендером в единую массу. И блины получатся пышные. За счет чего? Дальше будет один секрет. Именно пышных блинов. Я люблю и пышные, и тонкие блины, но в данном случае пышные я все-таки больше в этом рецепте решил использовать, поэтому секретик расскажу чуть далее. Блендером мы прошлись, примерно в однородную массу перебили. И осталось только размешать, чтобы какао хорошо объединилось с остальными продуктами и стала масса у нас однородной. Вот так блендером проходимся с любовью. Если готовить не с любовью, то лучше, наверное, вообще не готовить, потому что вся энергетика передается и усиливается продуктами, которыми насыщается во время готовки кухня. Так что с любовью, с радостью берем тыкву и делаем фокус-покус. Раз. И тыковка у нас уже готова. Вот такие кусочки.
у нас уже готовы. Чтобы не затягивать ролик, я решил сделать такой фокус. Далее идет у нас лимон. Лимон – важная составляющая в данном рецепте. Она дает не только вкус, нотку лимонную, но и она делает наши блины пышными. Это тот самый секрет пышных блинов. Когда сода соединится, я вам чуть дальше покажу, это наглядно вы увидите, с лимоном, то пойдет шикарнейшая реакция. Сок лимона добыт, осталось убрать косточки и отправить его в тыкву. Кстати, кроме котика любимого, у меня есть еще и песики любимые. Это тигра и аватар. Кто из них мальчик, а кто девочка? Интересно будет узнать. Кто же догадается из вас и напишет в комментариях, кто есть кто. Я отправил сок лимона и соду 10 грамм в тыкву, перемешиваю, и вот сейчас вы увидите ту самую реакцию, которая делает блины пышными. Вы видите, как поднимаются пузырьки. А вот сейчас их становится все больше и больше. Смотрите, как много. И все это великолепие мы быстро блендируем в единую массу. Рецепт у нас уже практически готов. И сейчас будет самая любимая часть, которая, наверное, понравится даже детям больше, чем вам. Потому что на сковороде можно писать настоящие картины, можно рисовать. И это будет съедобное, это будет вкусно. Вот про творческую составляющую, именно это я имел в виду. Ну, в общем, что говорить, вы сейчас все сами увидите. Мы соединяем тыкву и овсянку в единую консистенцию. И это у нас будет тесто. Напомню, до этого мы делали гречку и какао. И таким образом у нас получается два цвета полезных ингредиентов, которыми мы можем рисовать на сковороде всякие интересные сюжеты. Но при помощи чего, это вы сейчас увидите. Я долго думал, вот как бы сделать так, чтобы было не только вкусные блины, но и очень красивые. И вот в этом рецепте именно я нашел то самое сочетание шикарное. И пока сковорода разогревается, мне, друзья, интересно, из какой страны, из какой точки земли, какого города вы смотрите данный рецепт. Я много где был, и мне интересно читать комментарии и понимать, куда же залетел этот рецепт. Поэтому пару строчек от вас в комментариях будет для меня очень приятным. А пока для рисования я избрал одноразовые кулинарные пакеты. Это самый лучший, на мой взгляд, способ использовать данные пакеты. Не надо их мыть, так как многоразовые. Не боишься, что они треснут и прочее. И они достаточно дешевые. То есть это лучшее, что можно придумать. Солнечную массу тыквенную мы отправили в один пакет. А теперь нам надо отправить шоколадную массу, я так называю. Хотя там нет шоколада, сахара, никакой муки и прочей химии. Только все полезное. И вот такие блины кушаешь и здоровеешь. Кушаешь и вес, так сказать, если хочешь похудеть, вот теряется, а не набирается. И кроме того, данный рецепт, он просто шикарно тем, что вы еще даже и рисуете полезной едой. Ну,
Лучше рецепта даже можно и не представить. Я, кстати, в первом прикрепленном комментарии оставлю для вас плейлист с моими любимыми рецептами из тыквы. Они просто шикарнейшие. А пока что начинается магия. Я вам показываю первый блин, который мне пришел на ум сделать при помощи теста. Итак, мы рисуем. А пока интересно узнать, кто же вам понравился больше. Котик или песики? По комментариям я пойму, кого из нас больше. Собаководов или любителей кошек. Проведем, так сказать, голосование. Будет приятно в комментариях увидеть, кто же у нас победит. А пока что творчество идет полным ходом. И если вы заметите, то блин прямо на глазах начинает увеличиваться, набухать и становиться такой приятно, такой мощной консистенции. Мощной в плане пышной. И такие блины, они у меня раньше не получались. Они разваливались. Или в них надо было добавлять муку или крахмал. Ну, в общем, не получалось сделать без глютена и прочего такого вот. И в этом рецепте я нашел выход. И он заключается в том, что я добавляю немножко маслица по сторонам. Вот так вот лопаткой отсоединяю блин от сковороды. И его подбрасываю и перевертываю. Но самый главный секрет, друзья, как ни странно, оказался в том, что надо закрывать крышку на сковороду. Вы видите, я сразу закрыл крышку. Подождал 2 минутки, открыл. И тогда блин получается совсем другой консистенции и совсем другого вкуса. И 2 стороны, они выглядят по-разному. Вот это более поджаристая первая сторона, а вторая будет светлая, более светлая. То есть кто любит более поджаристые, будет для них один вариант. Кто любит более светлые, будет для них свой вариант. Видите, блин во всем универсален. И рецепт прост, из простых ингредиентов. Я даже не знаю, что может быть проще и красивее. Вот такая красота. Далее я этот блин переверну, и вы увидите обратную сторону. А пока я вам покажу вторую свою задумку. Что же я решил сделать? Интересно, вы догадаетесь или нет? Что же я такое решил изобразить на сковороде в виде картины съедобной? Интересно в комментариях будет почитать, кто догадается мою затею, разгадает. А пока вы видите, как легко все идет. Но обратите внимание, какая должна быть консистенция. Консистенция должна быть достаточно жидкая. Иначе с тестом будет не так приятно работать. А так одно удовольствие. И обязательно закрываю крышечкой. Вот, смотрите, обратная сторона. Видите, насколько она прекрасна. Не знаю, как у вас, а у меня уже идет слюна. В комментариях, я думаю, тоже напишет кто-нибудь, что у него тоже идет слюна при виде этой вкусноты. Вот рецепт наш подходит к концу, к завершению. А я вам хочу показать еще один вариант блина, который мне понравился больше всего и который легче всего изобразить. Отправил на 2 минутки под крышку и можно снимать.
В завершении, когда уже будем завершать, я вам покажу, насколько получились прекрасные блины. В них такие пышные отверстия, словно в сыре рокфор. Вот такая змейка, или юла, как тут лучше назвать, или такой лабиринт. И вот такой блин мне почему-то понравился больше всего. Дизайн, или как это назвать. Но, в общем, крайне рекомендую попробовать. А если еще и с детьми будете готовить, то детям будет настоящий праздник. И я посыпаю своим любимым кунжутом. Многие мои рецепты всегда идут с кунжутом. Это мое личное предпочтение, потому что я как почитал, насколько он полезен и что он содержит в себе, я начал активно его употреблять в пищу. Вот он, третий блин с одной стороны готов. Осталось перевернуть. Оле, хоп. Раз. Посмотрите, какие, друзья, блины у нас получились. Без муки, без прочих вредных ингредиентов. Исключительно полезные. Исключительно на полезных ингредиентах. Называется «Кушай блины и худей». И набирайся здоровьем. Эти блины не только симпатичные, но и очень-очень аппетитные. Сейчас, друзья, я один блин вместе с вами попробую. Вот такая завитушка. Смотрите, какая красавица. С этой стороны он более пропитался. Вот такая красота. Блины хорошо гнутся. Можно скручивать. Можно маслица, медика. В общем, одно удовольствие такие блины готовить. Не только готовить, но и дегустировать. Сейчас я с вами и попробую. Рвется очень хорошо. Вот такая красота. Нежные. Вкус тыквы нежный. Немножко хрустящие. Я думаю, с маслицем или с медом будет вкуснее. Напишите, друзья, в комментариях, с чем вам больше нравятся блины. С маслом, с медом, может с джемом или сметаной. Интересно ваши вкусы.